Пока крупнейшие производители мотоциклов наперебой заявляли о своих электромоделях, Honda вела себя поразительно сдержанно. Компания не устраивала громких презентаций, не обещала прорывных технологий и почти не светилась в новостях. На этом фоне многие решили, что Honda попросту не готова конкурировать в сегменте электробайков. Но тишина оказалась частью стратегии. За кулисами велась тихая, методичная работа. Корпорация собирала данные, тестировала концепты, налаживала производственные процессы. И все это без излишнего внимания прессы и рынка. Они не стремились быть первыми, они хотели быть точными. В отличие от компаний, которые бросались в бой ради громкого заголовка, Honda подбирала момент. Они позволили другим совершать ошибки и наблюдали, как потребители реагируют на недостатки электромотоциклов. Их задача заключалась не в том, чтобы удивить, а в том, чтобы ударить тогда, когда конкуренты наиболее уязвимы. Теперь становится ясно, молчание было продуманной тактикой. Honda не проигрывала гонку, она выстраивала маршрут, которого никто не видел. Это не отставание, это выбор времени, и судя по последним событиям, это время пришло. Но пока рынок только начинал догадываться о происходящем, Honda сделала неожиданный и громкий ход. Международная выставка мотоциклов в Милане редко становится ареной для настоящих потрясений. Но в этот раз все пошло иначе. Внимание публики было рассеяно между привычными игроками, когда Honda внезапно представила то, чего от нее давно ждали — готовый электрический мотоцикл. И не просто очередной концепт, а модель, которую уже можно было бы запускать в производство. Стенд компании вызвал не просто интерес, а настоящий ажиотаж. Дизайн модели был современным, спортивным, но при этом не кричащим, а собранным и зрелым. Самое важное — он выглядел завершенным. Мотоцикл не имел видимости сырого прототипа, как это часто бывает на подобных презентациях. Он был цельным и продуманным. В кулуарах сразу же пошли разговоры. Это не демонстрация технологий, это объявление о наступлении. Даже представители других брендов признавали, никто не ожидал от Honda такой уверенности. Это было не похоже на предварительный показ. Это выглядело как начало новой фазы в стратегии компании. Технические специалисты оценили не просто внешний вид, а уровень готовности платформы. Становилось ясно, Honda не просто пришла, она пришла с козырями. Но самый главный козырь скрывался не в корпусе и не в дизайне, а в готовности Honda к действию. На стендах выставки в Милане обычно можно увидеть футуристичные прототипы, которые годами остаются лишь макетами. Но Honda сделала нечто иное. Она привезла мотоцикл, который почти ничем не отличался от серийного образца. Все элементы от шасси до дисплея выглядели как завершенный продукт. Инженеры, присутствовавшие на мероприятии, быстро отметили одну важную деталь. Почти все компоненты мотоцикла выполнены с учетом уже существующих производственных стандартов. Это значит, что они легко встраиваются в текущие линии сборки. Дополнительно стало известно, что на заводах Honda в Азии уже проходят подготовку рабочие участки под выпуск новой модели. Учитывая масштаб компании и ее логистические возможности, серийный выпуск может начаться в считанные месяцы. В отличие от других производителей, Honda не стала вести разработку на публике. Они действовали скрытно, но системно. Harley-Davidson, выпустив LiveWire, сделал ставку на эксперимент, который не дал масштабного результата. А Honda тем временем создавала продукт, способный в короткий срок выйти на дороги. Это говорит об одном: компания готовилась всерьез и надолго. Но дело не только в производстве. Honda решила проблему, которую конкуренты так и не смогли решить. Одной из главных причин скепсиса по отношению к электромотоциклам всегда была зарядка. Медленная, нестабильная, завязанная на розетке, она портит все впечатление от технологий. Но Honda решила изменить это. Новый мотоцикл получил поддержку быстрой зарядки постоянным током. Это тот же принцип, по которому работают современные электромобили. Подключение к специализированной станции позволяет за считанные минуты восполнить значительную часть заряда. Такой подход резко повышает удобство. Байк становится пригодным не только для коротких городских поездок, но и для полноценного использования в повседневной жизни. Важно и то, что Honda, по слухам, уже заключила соглашение с несколькими крупными сетями зарядных станций в Европе и Азии, чтобы обеспечить совместимость и доступность. Harley-Davidson в этом плане отстает. Их LiveWire требует собственной зарядной инфраструктуры, которая развивается медленно. У Honda же подход универсальный. Это значит, что новый мотоцикл не просто решает проблему, он делает ее невидимой. А для потребителя именно такие мелочи становятся решающими при выборе. Но пока одни решают технические задачи, другие сталкиваются с более глубокими проблемами внутри своей бизнес-модели. Harley-Davidson — это больше, чем бренд. Это символ, культура, звук и ощущение свободы. Но именно в этом и кроется его слабость. Мир меняется, и новые поколения водителей хотят других ощущений. Молодые покупатели не ищут громкий рев и тяжелый металл. Им ближе цифровой минимализм, экологичность и технологичность. Harley пытается это учитывать, но ее суть в прошлом.
Попытка обновиться в виде модели Livewire не привела к массовому успеху. Мотоцикл оказался слишком дорогим, нишевым и далеким от широкой аудитории. В то время как Honda ориентируется на доступность и удобство, Harley до сих пор держится за образ, который теряет актуальность. Более того, компания сильно зависит от лояльной, но стареющей аудитории. Это создает уязвимость. Падение интереса со стороны молодежи означает уменьшение базы покупателей уже в ближайшие годы. И в этот момент на рынок выходит Honda с мотоциклом, который выглядит современно, стоит разумных денег и предлагает реальную альтернативу. Это не просто продукт, это удар по самому основанию идеологии Harley. А когда фундамент начинает трещать, бизнесу приходится принимать срочные и не всегда популярные решения. Когда Harley-Davidson объявила о переносе части производства за пределы США, многие восприняли это как банальное сокращение затрат. Однако за этим решением скрывается куда более тревожная причина. Компания столкнулась с жесткими торговыми барьерами, особенно в Европейском Союзе, где пошлины на американские мотоциклы были увеличены до критического уровня. Вместо борьбы за снижение тарифов, Harley решила вывести выпуск двигателей Revolution Max в Таиланд, чтобы сохранить конкурентоспособность. Это означает не просто оптимизацию, а стратегический отступ. Для бренда, который десятилетиями ассоциировался с американской мощью, такой шаг стал болезненным. Внутри компании этот переход называют временным, но в действительности он сигнализирует об ослаблении позиций на глобальном рынке. Пока Honda готовит запуск новых моделей и наращивает производство в Азии, Harley вынуждена переосмыслять свою логистику под давлением обстоятельств. Это говорит о растущем разрыве между возможностями двух компаний. Если одна двигается вперед, то другая вынуждена спасаться от внешнего давления. Но самые серьезные удары по Harley могут прийти не с заводов, а из ценников магазинов. Ценовая политика может казаться скучной темой, пока она не начинает ломать индустрию. Harley-Davidson всегда позиционировала себя как премиум-бренд, и это работало в эпоху лояльных, обеспеченных клиентов. Но сегодня ситуация изменилась. Молодые потребители ищут не имидж, а соотношение цены и возможностей. И именно тут Honda готовит сокрушительный удар. Ожидается, что их первый электрический мотоцикл будет стоить значительно дешевле, чем Livewire от Harley. Если Honda сохранит традиционный для себя подход к массовости и разумным ценам, то может охватить те слои рынка, которые Harley попросту не обслуживает. Это особенно критично в Азии и Латинской Америке, где ценовой фактор определяет все. Более того, Honda умеет делать производство масштабным и недорогим. Десятилетия опыта в этом дают ей неоспоримое преимущество. В то время как Harley борется за сохранение маржи, Honda может захватывать объемы. И в условиях, где покупатель все чаще выбирает не бренд, а функциональность, ценовая атака становится реальным оружием. А те, кто платит за мотоциклы, начинают думать иначе. Их желания меняются, и с ними меняется рынок. Harley-Davidson всю жизнь опиралась на образ взрослого, опытного байкера, который ценит звук, металл и традиции. Но в последние десятилетия на рынок пришло новое поколение. Молодые люди, выросшие в эпоху смартфонов, цифровых сервисов и экологической повестки. И они больше не хотят того, что предлагает Harley. Им важны технологии, стиль, тишина и универсальность. Они не видят смысла платить за рев и вибрацию, если можно получить плавный ход и управление через приложение. Honda это понимает. Их новая модель — это не просто электробайк, это мотоцикл, адаптированный под восприятие нового потребителя. Он не требует особых знаний, не пугает ценой и не выглядит анахронизмом. Более того, Honda уже давно формирует имидж технологичной, современной компании, которая говорит с молодыми на одном языке. Это не агрессивная атака, это тонкое вытеснение. Пока Harley надеется на ностальгию, Honda строит мост к будущим клиентам. И это дает им стратегическое преимущество, которое нельзя компенсировать громким выхлопом. Но у Honda есть не только понимание молодежи. У нее есть союзники в Азии, которые усиливают давление. На протяжении последних десятилетий японские бренды медленно, но уверенно подминали под себя мировой рынок мотоциклов. Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki, каждый из них по-своему способствовал сокращению доли американских производителей. Но сегодня именно Honda выходит на первый план. Компания использует свое глобальное присутствие, чтобы вытеснять конкурентов одновременно на нескольких континентах. В Азии они давно доминируют. В Европе активно наращивают долю рынка. В Латинской Америке уверенно расширяются. И теперь наступает очередь сегмента, где долго держался Harley-Davidson, крупные дорожные и круизные мотоциклы. Электрическая линейка от Honda, если будет масштабирована, вполне может начать вытеснение и здесь. Особенно если она окажется доступной по цене, современной по технологиям и удобной в обслуживании. Harley в этой борьбе сильно ограничена. Меньше производственных мощностей, выше себестоимость и зависимость от имиджа, который устаревает. А Honda — это гибкость, скорость и огромный опыт. И конкуренты это уже чувствуют. И это уже не первый случай, когда Honda меняет ход истории в индустрии мотоциклов.
История повторяется. В 70-х Honda уже однажды уничтожила американскую мотоциклетную промышленность тихо, методично и почти без сопротивления. Тогда они представили надежные, недорогие и современные мотоциклы, которые стали альтернативой громоздким и часто капризным американским моделям. В течение 10 лет многие американские бренды просто исчезли. Остался один — Harley-Davidson, который смог выжить благодаря культурному наследию и поддержке внутри США. Но теперь ситуация иная. Сегодня нет возможности закрыть рынок от внешней конкуренции, и ностальгия больше не спасает от перемен. Если Honda повторит ту же стратегию — массовый выпуск, доступность, техническое превосходство — результат может быть тем же. Только теперь под удар попадает последний оплот американского мотоцикла. И пока Harley продолжает бороться с внутренними трудностями, Honda уверенно наращивает темп. То, что казалось когда-то историческим исключением, может стать прологом к финалу. И этот финал уже не выглядит таким уж невозможным. Но пока прошлое напоминает о себе, в штаб-квартире Harley царит тревожное ожидание. Когда Honda представила свой электробайк в штаб-квартире Harley-Davidson, стало очевидно — ситуация выходит из-под контроля. Компания уже несколько лет испытывает давление со стороны конкурентов и инвесторов. Но новое наступление Honda стало сигналом тревоги. Руководство срочно провело внутренние совещания, начали появляться слухи о пересмотре стратегии. Официально компания продолжает утверждать, что LiveWire остается флагманским направлением в электрификации. Однако на деле проект столкнулся с массой проблем. От высокой цены до недостаточной заинтересованности аудитории. Параллельно в Harley запускают новые бензиновые модели, пытаясь удержать ядро лояльных клиентов. Но аналитики считают это тактической ошибкой. Рынок уже изменился. Пока Honda готовится предложить массовому потребителю доступный и технологичный продукт, Harley разрывается между прошлым и будущим. Такое состояние неопределенности — самый опасный момент для любой компании. Особенно тогда, когда конкурент уже вышел на стартовую линию, а ты все еще споришь о маршруте. И в это время самые внимательные игроки смотрят не на мотоциклы, а на цифры. Финансовые отчеты — это зеркало реальности, которое не скрыть маркетингом. Последние квартальные данные Harley-Davidson показали тревожную тенденцию — снижение объемов продаж на ключевых рынках и ослабление спроса в младших возрастных категориях. Параллельно с этим акции компании испытали давление со стороны инвесторов, обеспокоенных замедлением темпов роста. Особенно насторожила аналитиков реакция рынка на анонсы Honda. Котировки Harley пошли вниз почти сразу после презентации японского конкурента. Инвесторы начали переоценивать перспективы бренда, который пока не смог убедительно ответить на вызовы времени. На фоне этого финансовые игроки все чаще обращают внимание на более гибких и технологичных производителей. Сами представители Harley признают, удержать инвестиционный интерес становится все сложнее. И если компания не представит убедительный план действий в ближайшее время, ее могут ждать неприятные сценарии. От реструктуризации до сокращения модельного ряда. А значит, кризис из стратегического превращается в экономический. И вот тогда перед всеми встает главный вопрос, на который каждый должен найти свой ответ. Harley-Davidson — это не просто производитель. Это культурное явление, символ целой эпохи. Но ни один символ не застрахован от перемен. Сейчас компания стоит перед выбором — трансформироваться или медленно исчезать. В прошлом Harley уже проходила через кризисы и каждый раз находила способ выжить. Но сегодня давление сильнее, а конкуренты агрессивнее и гибче. Honda действует расчетливо. Не с ностальгией, а с хладнокровным расчетом. Они предлагают рынку то, что ему нужно сегодня — доступ, технологичность, удобство. Harley все еще ищет формулу, которая сохранит дух бренда, но не оттолкнет новое поколение. Есть ли у них шанс? Да. Но для этого потребуется не косметический ремонт, а полное переосмысление сути. И времени все меньше. Зритель, инвестор, покупатель — все уже делают выбор. Кто-то в пользу нового, кто-то просто из верности старому. Но рынок всегда решает жестко. Или ты меняешься, или тебя меняют. И прямо сейчас этот выбор стоит перед легендой. История еще не закончена, но новая глава уже написана,